Я потерял все. Жизнь кончилась. Ты никчемная. Я так и буду нищий. Как может быть за 50 тысяч работа мечты? Фигня полная. Какой вариант, кроме петли, у меня есть? Бухать, воровать, попасть в список Forbes. Полный фейл. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Ребята, привет! Этот выпуск для тех, кто боится. Кто пишет постоянно мне одни и те же вопросы. Я боюсь начать. Я боюсь, что уже поздно начать. Но даже для тех, кто не пишет мне эти вопросы, выпуск этот тоже будет полезен. Ставьте лайки. Продолжать ли мне это? Сегодня не будет никакого голоса за кадром. Я буду читать самые животрепещущие вопросы и отвечать на них конкретно. Итак, Юлия, 33 года, Омск. Сейчас в декретном отпуске. У меня 2 детей. Старшему 13, младшей 4 месяца. За время работы 12 лет я не смогла выбиться на более высокую должность. Хотя и очень много старалась. Работала по 12-14 часов в субботу даже. Вот. Я для себя четко понимаю, не могу я дать своим детям и себе ни образования, ни отдельного тренера, ни нормальной медицины. И что получается? Я так и буду нищий? Спрашивает Юлия. Такое ощущение, что Юля пишет, что жизнь кончилась, и Юля совершает так называемую ошибку самоприговора. Когда без видимых признаков диагноза какого-то, да, есть руки, ноги, энергии, можно дальше совершать попытки, Юля как если бы ищет доказательства, что следующие попытки совершать не надо. Я так скажу, Юль, 33 года. Да это вообще, это даже не середина жизни. Да? Это, такой расцвет, это самый расцвет, самое что ни на есть прекрасное время. Это раз. Второе. Если у вас до текущего момента что-то там не получалось, и что? В любой момент времени все можно изменить. Смотрите, в мире основное количество, например, новых компаний успешных, которые становятся единорогами, открываются людьми, которым глубоко за 40. Средний возраст основателей единорогов 45 лет. А вы, когда в 33 года говорите, жизнь кончилась, это неправда. Статистически это неправда. Это действительно так. И особенно это происходит тогда, когда вокруг тебя, как Юля, если ты меня сейчас слышишь, люди, которые вокруг тебя не поддерживают тебя. Более того, еще и гундят, и сопят, и говорят тебе и вторят, что да, ты никчемная и так далее. Поэтому срочно покиньте этих людей, смените свое окружение, найдите других людей, которые будут вас поддерживать. А про 12-14 часов и там в субботу я так скажу. Обычно те, кто очень много работают по времени, да, и говорят, надо работать все дни, все там в джобовой 24/7 и так далее, у них очень мало денег, как будто бы они догоняют уезжающий поезд. Нужно сменить, да, поведенческие стратегии. Для того, чтобы их сменить, вы и подписаны на мой YouTube канал, да, поэтому у вас всегда есть возможность прямо в этот момент начать действовать по-другому. В чем секретный соус? Итак, Кирилл пишет. В 40 лет решил поменять направление в работе, устроиться менеджером в отдел продаж застройщика. Но во многих компаниях не берут без опыта. А в ряде компаний до 30 лет хотят только брать. И руководители отделов сами лет по 25-30. Как пробить их? Кирилл задает очень интересный вопрос. Дело в том, что когда мне его задают люди 50 лет или 60 лет, да, а тут Кирилл, ему 40 лет. И это действительно очень распространенное явление в России, такой эйджизм. Это такое общее заблуждение и паттерн работодателей и нанимателей, что мы наймем людей, которые 100 часов в неделю работают, да, и они нам, больше пользы принесут для компании. Фигня это. Понимаете? Фигня полная. Как известно, работа занимает все время, отведенное на нее. Поэтому, например, за 30 часов в неделю можно сделать все то же самое, что и за 100 часов не переделать. 40-летние ребята и даже 50-летние обладают мало того, что компетенциями, но всеми энергиями и так далее. Поэтому давайте срочно меняйте эту установку на молодых. Точно есть работодатели, которые предпочитают умудренных практикой и опытом энергичных людей. Например, я. Я бы вас, Кирилл, взял к себе на работу. И для работодателей дам небольшой лайфхак. Если вы думаете, что молодые сегодня готовы по 100 часов в неделю работать, вы сильно ошибаетесь. Молодые нынче по-другому считают. А Кирилл готов.
Поэтому, если вы реально, вам почему-то надо, чтобы 100 часов в неделю кто-то там джоббыл, возьмите лучше Кирилла. В чем секретный соус? Здравствуйте, Игорь. Мое имя Александр, мне 37 лет. Я недавно освободился из мест лишения свободы. Подскажите, с чего начать строить свою жизнь с нуля? Я потерял все. Очень много людей оказываются постоянно в такой ситуации. Они потеряли все по какой-то ошибке, иногда досадной, иногда случайной, иногда сознательной, неважно. Мы как общество, каждый из нас обязан поддерживать людей, которые споткнулись, и давать второй, может быть, даже третий шанс. Я отвечу на этот вопрос своим примером. Знаете, когда в 2004 году мы открывали новый бизнес, и это был очень сложный бизнес, никто не хотел браться за него, вставать генеральным директором, а нам нужно было его начинать, потому что мы не могли дальше продолжать производственную деятельность, если не открыть вот этот производственный участок по гильзам, гильзы, навивные гильзы из картона, то мы с моим партнером Серегой решили так: взять человека, которому терять нечего, который только что освободился из мест лишения свободы. В нашем окружении оказался такой человек, его Валера. Позвонили ему, говорим: Валер, говорим, есть работа? Он говорит: берусь за любую работу. Ну вот мы говорим, нам как раз такой человек нужен, который берется за любую работу, точно не свернет с пути, потому что вот либо пан, либо пропал. Все. Я скажу, что получилось сейчас, через 15 лет. Компания, которую возглавляет Валера, она является одной из лучших бизнес-компаний в группе Технониколь. Да, поэтому тем, кто оказался среди людей, которые споткнулись, потеряли все, поддерживайте их. Второе, те, кто хочет реально людей в свою банду заговорщиков, на которых можно опираться, берите таких людей, потому что, слушайте, большинство людей, которые споткнулись, они споткнулись случайно, это правда. Вот. Помогайте им, и вы получите очень верных сторонников. В чем секретный соус? Елена, 41 год, в голове много идей, видов деятельности, генератор просто, но до реальных начинаний никогда не доходит или на начальном этапе бросаю, считаю, что фигня или не мое. Вопрос: как же все-таки переступить эту черту и заняться одним видом хоть чего-нибудь? Это настолько часто встречается. Человек что-то начинает новое и через 2 дня бросает и возвращается в старое. В старое, которое ему уже надоело 100 раз, так. А потом опять что-то начинает, вот хочет что-то изменить. На воле такой, говорит: сейчас я начну с понедельника вот там что-то делать, и опять возвращается. Сила воли и всякая там вот эта дисциплина — это все очень конечный ресурс, он быстро заканчивается и все, и ты поэтому возвращаешься в старое. Вот. Поэтому есть 2 способа, как сдвинуть себя с мертвой точки. Первый способ — это найти того, кто тебе поможет сдвинуться, мастера, учителя, наставника, который тебя отмастерит так, что у тебя, так сказать, не получится возвращаться в свое исходное состояние. Вот. И второй подход — найти тех, кто уже делает то, что ты бы хотел делать. Да? Найти заговорщиков, найти сподвижников, да, и тогда сила сообщества будет тебя удерживать от того, что ты вернешься в предыдущее скучное, надоевшее тебе состояние. Вот 2 этих подхода используйте, и Елена, и те, кто попробует этот способ, и кому он особенно поможет, напишите мне свои комментарии под этим видео. В чем секретный соус? Константин, 25 лет, город Омск. Что лучше, работа мечты за оклад в 50 тысяч рублей в месяц или любая другая работа 5-2 с окладом в 2-4 раза более, но день сурка? Да, это очень типичный вопрос, какую работу работать. Значит, ту, которую ненавидишь, но оклад большой. Большой, я так понял, 100-150 тысяч рублей. Большой ли это, мы сейчас разберем. Или 50 тысяч рублей в месяц, но работа мечты. Бляха-муха, как может быть за 50 тысяч работа мечты, понятия не имею. Вы что, можете реально себя чувствовать хорошо, или вам будет самого необходимого там не доставать, да, вы будете там какие-то еще там кредиты брать, да, потребительские, да, и так далее. А на 100 тысяч вы будете себя чувствовать хорошо? И еще ненавидеть работу и знать, что вы ее ненавидите. Нет уже. Это типичная ошибка здесь вот у Константина, да. Выбирать из 2 очень плохих вариантов. Один пиздец какой плохой, а другой и вообще какой плохой. И чего вы выбираете-то? Давайте с того начинать следующее. Какой размер финансовых доходов вам необходим, чтобы перестать думать о деньгах? Давайте начнем с этого.
Вот такая работа у вас должна быть. И точка. Вы полюбите свою работу тогда, когда работа будет вам приносить самое необходимое — доход, который вам необходим для жизни. Вот я опрос сделал вот здесь на канале, да, вы в нем, может, и участвовали, кстати. Какая сумма денег позволила бы вам жить, ну, достойно? Чего вы написали? 300 тысяч. Основной ответ был 300 тысяч. Поэтому, ну, при чем здесь 50 тысяч или 100 тысяч? Ни в коем случае. Бейте в 300 тысяч. Ну, хотя бы 200 тысяч поставьте для начала. Все, поэтому другой город, другая профессия за 200 тысяч, и чтобы все у вас в жизни наладилось. В чем секретный соус? Ришат, 26 лет. Запустил 3 проекта IT, все провалились на разных стадиях. Все еще хочу запустить что-то полезное и прибыльное. Как сделать правильные выводы из провалов? Я вообще топлю за молодых ребят, которые начинают свое дело или карьеру начинают, да, я вообще топлю, и я нахожусь такой в жесткой поддержке для каждого, кто действенен и пытается начать. Это очень молодой возраст. Компетенции еще, ну, не так реально много, опыта не так много. Поэтому на стадии 26 лет, ну, скажем так, с 15 до 28 лет я вообще советую людям, да, стать частью какой-то бурно развивающейся корпорации или компании, да, для того, чтобы приобрести необходимые опыты и практики за счет работодателя. Ну так, на халяву, да? Там, научиться, попрактиковаться и так далее. И свои стартаперские попытки начинать с 28, с 32 лет, получив достаточный экспириенс. Это не значит, что я против ранних начинаний, потому что сам я в 19 лет начал. Вот. Но я так сказал, вероятность успеха стартапа все же повышается, когда у человека, ну, набран опыт. Это раз. Второе. Нацеленность на то, чтобы сделать что-то полезное для людей, важнее, чем нацеленность сделать что-то успешное. Ну, смотри, будет много пользы для других людей, да, будет очень большой успех. Поэтому Ришат правильно здесь, ну, цели. Обычно люди там ошибочно говорят, что надо вот, у них цель такая — попасть в список Forbes. Ну, это полный фейл тогда. Поэтому, Ришат, значит, тебе для того, чтобы ты не прекратил попытки сейчас, не слился, не поставил себе такой самоприговор, такой могильный камень для последующих попыток, тебе, конечно же, здесь помогут напарники, сподвижники, которые тоже очень хотят принести пользу для других людей и через это обрести свой успех. В чем секретный соус? Антон, 26 лет, город Иркутск. Работаем в поселках. Как грамотно мотивировать рабочих? В регионах многие пьют. Как эффективно работать со спецконтингентом? Так, видимо, Антон имеет в виду спецконтингент — это зэки, заключенные. Тема типичная, и при этом заключенные ли это люди, или просто нерадивые, или какой-то дальний поселок, где возникли вот, ну, такие вот традиции, знаете, там, бухать, воровать или еще что-то. Это может возникнуть везде, и у меня очень много возникало это на разных местах, поверьте, не только там, где жили люди на поселении. На заре компании «Технониколь» мы зашли на один из заводов в городе Выборге, в поселке Калинино. А в поселке Калинино это было вот место, куда традиционно в Советском Союзе отправляли на поселение зэков. В общем, представьте себе, поселок Калинино, 5000 людей живут, и 1000 из них работает на Выборгском рубероидном заводе, где мы стали, значит, владельцами. И это был просто жесть и ужас, потому что на самом деле эти ребята приходили к директору завода, к Александру Викторовичу Завьялову, и реально говорили: если ты, значит, там будешь тут правила устанавливать, мы тебя это порешаем. Да, понятно, что они там бухали, воровали, у них такие тропинки через забор, значит, Выборгского рубероидного завода были, где они рулоны там выносили. И когда Викторович распорядился заделать эти дырки, значит, там, металлическими листами, да, они возмутились, устроили там забастовку и отловили его и сказали: мы тебя сейчас побьем, ты что дырки закрыл? И как сделал Александр Викторович Завьялов? Первое. Он сделал позиционирование в Выборге, в поселке Калинино, что он бывший начальник тюрьмы. К чему это привело? Все люди со спецпоселения, ну, знаете, если это бывший начальник тюрьмы, то понятно, да, то есть это не просто там.
с горы. Второе. Он подтвердил это несколько раз, когда местный спецконтингент его окружал и хотел ему по зубам дать. Он выдернул 2 мужиков и разбил им челюсть. Ну и третье. Он непрерывно вводил порядок, закрыл периметр, уволил всех самых главных зачинщиков. Всегда, знаете ли, есть там неформальные такие вот лидеры. Он их уволил, да? И он на место, значит, лидеров поставил людей, которые поддержали те правила, которые ввел Александр Викторович Завьялов. Новые бригадиры, они включились вместе с Александром Викторовичем в воспитательный процесс. Знаете, что такое воспитательный процесс? Ну, это когда возникают авторитетные люди, да, ну, которые ведут себя вот неким определенным образом, и ну, люди, которые на них ориентированы, они тоже начинают себя так вести. Вот и все. В чем секретный соус? Денис, 41 год, Новосибирск. Алименты на 2 детей, ипотека, ЖКХ составляет более 50% заработка. Какой вариант, кроме петли, у меня есть? Итак, Денис и те, кто узнал себя в этом вопросе. Я переформулирую этот вопрос. Из страдальческого, ущербного такого все. Я страдаю, кто-то в этом виноват, зато я точно знаю, что мне делать в петлю. Как мне начать зарабатывать столько, чтобы алименты, выплата, значит, ипотеки и ЖКХ не составляли 50% от зарплаты? Как вам такое? Тебе надо просто зарабатывать в 2-3 раза больше, и все. Ну да, все эти выплаты у тебя будут составлять там 20% от твоей зарплаты. Ну и что? Нормально. Все-таки детей родил, молодец, значит, ипотеку взял, там какое-то, видимо, жилье есть там и так далее. Ну, ЖКХ надо платить, все нормально. Все, доходы увеличь, и все. То есть на самом деле, ребята, обращайте больше внимания не на то, как сэкономить и кто виноват в том, что вам так плохо и так далее. Да, слушайте, это приведет вас к гибели, измождению, вам будет плохо, вы как себя чувствуете плохо, вот так в нем и оставитесь. Единственное, как вы сможете чувствовать себя хорошо, да, это путь, когда вы будете финансово автономны. В чем секретный соус? Светлана, 41 год, Братск, работаю в такси. Респект, редко встречаешь женщин, кто в такси работает. Пробовал себя в разных сферах. В маленьком городе перспектив мало. Перебраться нет возможности. Прошу вас совет, как подняться выше 60 тысяч в месяц. В самом вопросе зашит ответ. Если там, где вы сейчас, нету рабочих мест с зарплатой, которую вы хотите, то это не значит, что их вообще нет, этих рабочих мест. В другом городе они есть, в других профессиях они есть. Поэтому все, что нужно взять билет, ну, например, Братск-Москва, который стоит 10 тысяч рублей и 2000 за багаж, да, и поехать в другой город, да, устроиться на другую работу по своей профессии, или там таксовать, или по другой профессии и так далее. Если вы ищете доказательства, что ну нет никакой финансовой возможности вот поменять, ну значит вы находите это доказательство, и работодатель в том же самом Братске использует вас как ресурс. Вот и все. Поэтому решайте сами для себя, вам все равно будет больно. Я предупреждаю, вам все равно будет больно. Но в одном случае боль приведет к тому, что ваш финансовый доход вырастет, а в другом случае больно будет, и доход не вырастет. Вы так и будете сидеть в этом Братске, да, измождая себя вот этой вот рутиной и зарабатывая не выше 60 тысяч, я гарантирую. В чем секретный соус? Отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, неважно где ты рос. В чем вопрос? Это секретный соус. Это секретный соус.